Кто-то привязал щенка к дереву на окраине парка Холлоу-Ридж. Я чуть было не прошел мимо него, но в последний момент взгляд привлекло пятно желтой шерсти и мятую записку, трепещущую на ветру. Но что-то в том, как он прижался всем телом к коре, дрожа, словно пытаясь исчезнуть, заставило меня остановиться. Веревка выглядела толстой и туго натянутой, обвивающей его маленькое тельце такими жестокими петлями, что я едва мог разглядеть, где она начинается. Его передняя лапка была подвернута под него, из-за чего он выглядел особенно уязвимым. Когда наши взгляды встретились, его яркие, настороженные глаза смотрели на меня, но в то же время были пустыми. В нем не было той уверенности, которая обычно присуща щенкам. Он не лаял, он не скулил, просто сидел, наблюдая. Я опустилась на колени, ощущая, как в горле поднимается комок. «Все в порядке», — тихо прошептала я. «Я тебя вижу». У меня не было ничего острого, чтобы разрезать веревку. Я дергала руками, пока они не начали гореть, вытирая пот со лба. Я шептала извинения каждый раз, когда он вздрагивал от прикосновения. Его доверие и страх переплетались в моем сердце, придавая мне сил продолжать. Пока я пыталась освободить его, мои глаза упорно искали записку, которую заметила ранее. Наконец, я увидела ее, встрепенувшуюся на ветру. Я аккуратно развернула ее и прочитала. «Меня зовут Финн. Я не могу оставить тебя у себя. Пожалуйста, будьте добры. Он любит людей». Эти слова свернули мне душу. Как можно было оставить такое существо, переполненное нежностью и любовью? Я, наконец, смогла разрезать веревку. Финн встал осторожно, как будто не веря, что он свободен, и шагнул ко мне, выражая благодарность своим взглядом. В ту ночь я не смогла уснуть. Каждый раз, когда я закрывала глаза, я видела его лицо, спокойное и изумленное, и снова слышала его тихое дыхание, которое теперь у меня было в доме. Итак, я вернулась в приют на следующее утро, как только он открылся. Меня отвели в тихую комнату, и я молила себя, чтобы он был там. Когда я вошла, Финн сидел, свернувшись калачиком на одеяле, а его шерсть теперь была гораздо чище, и он выглядел спокойнее, хотя все еще немного недоверчиво. Как только он увидел меня, он встал, просто стоял, ожидая, а я села на пол у стены. «Помнишь меня?» — спросила я, смотря на него с нежностью. Финн, будто отвечая, пересек комнату, свернулся рядом со мной и тихо вздохнул. Мы сидели так несколько минут. Время будто остановилось, пока я не ощутила, что между нами возникла связь, которую ни одно из нас не могло объяснить. Я знала, что это был всего лишь шанс, но в моем сердце уже зарождались теплые чувства. И на этом все. Я закончила. Я решительно спросила, могу ли я взять его на воспитание. Мне сказали, что я должна подождать 7 дней, на случай, если кто-нибудь заявит на него права. Я согласилась и стала ждать, звоня каждому вечера, представляя рождественскую ночь, когда у Финна будет возможность вернуться домой. Мне снилось, что он привязан к тому дереву, и только на этот раз я держала веревку в руках, а он страдал. Отчаянно тянулся к миру, который был так близко и в то же время так недоступно. На 5-й день я вернулась к дверям приюта еще до начала работы, и сердце мое колотилось о грудную клетку. Финн только раз вильнул хвостом, когда увидел меня, как будто не хотел слишком надеяться, что я вернусь. Я прошептала: «Этого не должно было случиться. Я не должна была любить тебя». И все же я полюбила. Когда мне, наконец, позвонили, чтобы сообщить, что никто на него не претендует, сердце запело от радости. «Он твой», — произнесли они. Я села в машину так, словно дорога не могла закончиться достаточно быстро. Мои мысли крутились вокруг Финна, и я не могла дождаться, когда, наконец, смогу забрать его.
Но в тот момент, когда я застегнула на нем ошейник, и он встал рядом со мной, спокойный и доверчивый, я вдруг поняла, что это не было просто спасением. Это было что-то другое. Доставка к негласной цели, к новым отношениям, основанным на любви и доверии. Нам обоим нужно было это. Дома я расстелила одеяло на полу, и Финн обнюхал все углы, затем свернулся у моих ног, прикрыв глаза. Как будто он был здесь целую вечность, в тепле родного дома. В первую неделю он ходил за мной из комнаты в комнату, тщетно проверяя, не пропадет ли я снова, не исчезну ли. Каждый раз, когда я открывала дверь, он ждал, теребя лапами пол, как будто просто нуждался в уверенности, что я рядом. Все изменилось в тот день, когда разразилась буря. Небо трещало от раскатов грома, а я сидела на кухне, готовя ужин. Чувственный страх завладел Финном, и он вдруг бросился бежать. Паника заставила его задрать хвост и прижать его к телу. Он метнулся к стене, забившись за сушилку, трясся так сильно, что казалось, будто стены движутся вместе с ним от страха. Я упала на пол рядом с ним, обняв его. «Ты в безопасности», — прошептала я, прижимая к себе его дрожащую шерсть. Но он не боялся только грозы. Он боялся, что его снова оставят одного. Мы сидели так, пока гроза не утихла, и в тот раз я даже не просто спала рядом с ним. Он спал на мне, положив голову на мою грудь, как будто давал обещание, что больше не покинет меня. Я поняла, почему так сильно сблизилась с этим щенком. В нем были черты, с которыми я могла себя ассоциировать, история, которая звучала в унисон с моей. Неделю спустя мы вернулись в парк, и я снова подошла к тому дереву. Я стояла неподвижно, прижимая щенка к себе и осознавая, как много он для меня значит. Дерево, к которому была привязана его судьба, выглядело таким же, как прежде. Но веревки больше не было. Были лишь маленькие раны на коре, свидетельствующие о том, через что Финн прошел. Я опустилась на колени рядом с ним и прикрепила к его основанию новую ламинированную записку. Первоначальные слова остались на месте, и я добавила «Пожалуйста, будьте добры». Под ними я написала, что он нашел дом, и его очень-очень любят. Финн обнюхал дерево, затем посмотрел на меня, его глаза сверкали с уверенностью, и он уверенно виляя хвостом. Он был уверен, что эта глава закончилась. Мы медленно шли домой, бок о бок, не спасая друг друга, просто две души, которые нашли друг друга, и, наконец, мы больше не одни. Иногда те, кого мы спасаем, в конечном итоге спасают нас, не словами, а доверием, тихой преданностью и любовью, которая не требует ничего, кроме как остаться. Наша жизнь изменилась, и я понимала, что Финн не только спас меня, но и помог открыть новые горизонты, новые надежды и мечты. Он наполнил дом смехом и радостью, научил меня тому, что в мире, полном страха и одиночества, всегда можно найти тепло и верность. Мы стали партнеры, соратники и друзья, и я знала, что никогда не буду одна. Каждый день с Финном был как новая страница в книге нашей жизни. Мы гуляли по паркам, наслаждаясь весенним солнцем и летними дождями. Порой мы просто лежали на траве и смотрели на облака, позволяя мечтам уносить нас в далекие страны. Финн по-прежнему оставался осторожным, но его уверенность росла с каждым днем. Я помню, как однажды он запрыгнул на диван, скинув с него подушку, словно статья, которая не имела никакого значения и оставалась лишь частью нашей общей истории. С каждым днем я понимала, что наша связь была бесценной. Это была не просто зависимость от любви, как бывает с людьми, это была искренняя дружба, где каждый из нас дарил другому свою преданность. Я однажды встретила соседку, которая тоже разгуливала с собакой, и, увидев нашу связь, она сказала: «Собаки действительно согревают сердца». И это было правдой.
Каждый день я все больше и больше осознавала, что помимо того, что я нашла друга, я обрела человека, который учил меня радоваться мелочам, делиться теплом и любить без условий. Иногда я задумывалась, сколько щенков и как много их практически не нашли своего дома или были оставлены в одиночестве. Обращаясь к своему острому чувству тревоги, я решила, что должна помочь тем, кто оказался в подобной ситуации, и часто отправлялась в приют как волонтер. Волонтерская работа оказалась такой важной частью моего нового пути. Я узнала, что каждый щенок, каждый котенок приходит со своей историей. Их глаза тоже могли говорить мне, что они надеются на спасение, на заботу и любовь. Я начала организовывать мероприятия для сбора средств и привлекала людей, чтобы наши голоса прозвучали. Я захотела прокладывать путь, чтобы другие тоже могли дать шанс животным, как я это сделала с Финном. Со временем финал истории со щенками стал идеей, придающей мне смысл. Наша связь с Финном вдохновила не только меня, но и многих других, и я понимала, что перестала быть одной. У нас была цель — предоставлять шанс тому, кто нуждался в нем, поддерживать и оберегать, как сделала это сама судьба, дав мне повод для смеха и радости в каждом дне. Финн воодушевлял меня своим мужеством и преданностью, и я задумывалась, как же можно было бы возвратить судьбе за то, что она повернулась ко мне лицом. Так мы шли по жизни, не только спасая друг друга, но и открывая сердца других, пользуясь любовью, пониманием и светом, который не угасал. Я поняла, что наш дом — это не просто место, где мы живем, это пространство, наполненное теплотой, радостью и бесконечным доверием. Теперь у нас было единство, которое невозможно было разлучить. Наша любовь пронизывала каждый день и позволяла нам идти вперед, строя новые мечты и оставляя за спиной прошлое, как счастливое воспоминание. Таким образом, наше совместное приключение продолжалось. И хотя в жизни были шторма, мы знали, что всегда будем рядом, поддерживая друг друга, чтобы вместе преодолеть любые преграды. Финн стал не просто собакой. Он открыл во мне ту самую женщину, которая знала, что значит настоящая любовь и доверие, и мы оба понимали, что эта связь — это не просто спасение. Это было обещание. Обещание защищать, заботиться и любить, и тогда, в этом мире, полном одиночества и страха, мы могли быть вместе, накрытые теплом друг друга.